Привет всем! Сегодня ролик про котов. Вот, про эту парочку. Было последнее время много роликов про лебедей, и котики как-то были на втором плане. Сейчас мы все исправим. Вот будут котики впереди, в главных ролях. Вот смотрите, лежит пушка, там белый живот, это она лежит, пузом кверху, под кустом. Под этим розовым кустом они любят. И вот смотрите, что делает Вилли. Он ложится не рядом, а он ложится точно ей на голову. Вот так. Ну какой молодец. Пушка там в полном шоке. Она пытается вывернуться как-то, отплеваться от его шерсти. Но в итоге она не встает, а просто ложится ему на хвост и спит дальше. То есть пушка в этой ситуации проявила себя очень такой неприхотливой. Сидит Вилли, это у нас лето, это у нас Ося Херзея, Австрия, Каринтия. И коты радуются отсутствию лебедей. То есть лебедей нету, никто не шипит, никто не мешает. У лебедей сейчас много работы, понаехали все отдыхающие. И пока всех обойдешь, пока до нас очередь дойдет, некоторые дни мы даже обходимся вообще без них. Не в этот день. А вот смотрите, интересно, у него на клюве есть такие дырки, через которые он, видимо, дышит. Но там, через эти дырки, очень часто там пух. Я пытался найти в литературе, что это, откуда этот пух, как это получается. Как-то я не нашел. Если знаете, вы, пожалуйста, в комментариях расскажите. Вот эта парочка. Мне нравится Вилли. Вот смотрите, он ногу заднюю вертикально вверх. То есть, как он умудряется это сделать, они вообще вот так синхронно лижутся, это у них такой ритуал, совместное времяпрепровождение. Вилечка ногу задрал и молодец. Вот, такую свою ляжечку. Эта компашка, они ходят, в общем-то, под вечер к нам прибывают. То есть, они целый день с утра начиная, они где-то обплывают участок за участком и вымогают. Они также подплывают к лодкам. То есть, если плывет лодка, они обязательно к лодке подплывают и требуют, чтобы им что-нибудь дали. То есть, у них сейчас страдная пора, самый август месяц, самый сезон отпусков, и лебеди заняты. А сейчас, смотрите, пушка у нас, я уже говорил в других видео, она постоянно сидит или на пирсе, или рядом с берегом озера у камышей и высматривает. Она может сидеть так часами сидеть, там что-то смотреть. То есть это утки. У нас с обоих сторон от пирса камыш, и там живут утки. Нормальные утки, потом эти водные курицы. И там же поселились бакланы. Вывели птенцов, баклана или корморана. Там кругом гнезда. И кругом в камышах есть какая-то жизнь, шевеление. И пушка все эти звуки слышит, все это шевеление замечает и проявляет живой интерес. К счастью, она никого оттуда не носила, никого там не поймала. То есть, к счастью, все это обходится без жертв. Она, как настоящая охотница, просто занимается наблюдением. А Вилечка в это время у нас сидит в коробке. Стоят две коробки пустые, которые выкинуть надо. Он сидит, а он пьет воду. Я уже рассказывал, на канале есть ролик про то, что Вилли предпочитает пить из вазы с цветами. То есть мы ему специально ставим вазу с цветами, он пьет воду. Если ему поставить маленький стаканчик и маленький цветочек, он будет из этого стаканчика. А еще он, как мейн-куны, как полагается, он лапой болтает. И он начинает болтать лапой в вазе. В результате ваза частенько оказывается на столе, а вода на полу. Это у нас Вилли. По утрам он забирается на крышу и там спит, на крышу гаража. И это забирание на крышу он проделывает 3-4 раза. То есть он поднимется, потом спустится, ходит, орет что-то, ходит, ноет, зайдет что-то там ко мне придет, потом опять выйдет, залезет на крышу, посидит немножко, спустится. То есть пока он уляжется и заснет,
ну, он нам все нервы, конечно, вымотает. Ну, сейчас мы видим, как у Вилечки выстреляют колтуны. Он милостиво разрешает пока это делать. Ну, надо пользоваться моментом и колтуны убирать. Это вообще проблема длинношерстных кошек. И с ней бороться трудно. Вот смотрите, пушка, она лежит просто на стульчике. Вот так. Даже не на диване, а вот на жестком стульчике лежит. А вот наш барин. Вилли, он все понимает в жизни. Он умеет жить. Он о комфорте, а не просто так. Вот он на стул, чтобы лег, да вы что? Когда можно лечь на кровать, да, Вилечка? Когда никто не прогоняет. Ну, сейчас придем прогоним. Вот такие у них дела. А вот это кошмар моей жизни. То есть я вечером уже поздно, я из кабинета иду в спальню, чтобы лечь спать. Но пройти я не могу, потому что Вилечка тут принес. Ну, соответственно, мне надо ждать, пока это все дематериализуется. А вот смотрите, вот эта парочка, там у них время обеденное. Вот, они стоят там, миски пустые, и им на столе сейчас накладывают еду. Это сухой корм, это мясо и это консерва тунец. И вот смотрите, стратегическую позицию занимает пушка. То есть она перегораживает телом доступ до тарелки с консервой, а сама ест мясо. И оглядывается. Вилечка, он как такой скромненько, сухой корм. Вот. Ему все другое положено только после того, как пушка наестся. Вот она, когда вот съест все, что может, сколько влезет, вот тогда уже Вилечка может подойти, и он при этом ее не гоняет. Раньше он ее немножко шугал, сейчас нет. Даже вот положишь тарелку, и он ждет, пока она поест, потом подходит. А вот сейчас, смотрите, это вечерняя прогулка. Мы вечером ходим с ними, с котами гулять. Вот. И сейчас пушка на крыше гаража, у нее стратегическая позиция, она ждет, пока мы выйдем, и пока Вилли тоже выйдет. И вот смотрите, мы у калитки открыли, и опля, еще раз смотрите, что она делает. Легко и просто, то есть она особо не готовилась, это оля-ап, все, и пошла. И пошла, сейчас вот она садится на столбик и ждет, мы сейчас через калитку выйдем, Вилечка сразу же перебежит через дорогу в кукурузу, и он будет идти вдоль дороги внутри кукурузы под защитой, а мы с пушкой будем идти просто по дороге. Вот смотрите, там перепад высот сантиметров 70. Расстояние между крышей гаража и вот этой стеной бетонной 1,60 м. То есть для нее вот этот прыжок легко, просто она регулярно вот так прыгает. Вот смотрите, бедное дерево. Про это дерево, это был, если не ошибаюсь, подвиг номер 2. Вот она его повторяет постоянно. То есть несчастное дерево, это акация. Вот. Вилли идет, мы Вилли говорим, Вилли, нападай ей хорошенько, потому что она сейчас стоит снизу и дерет. То есть она, когда видит, что за ней наблюдают, она начинает драть дерево. Она знает, что не нравится нам, знает, что нельзя, мы начинаем кричать, а она специально вот посматривает и дерет. И мы говорим, Вилли, врежь ей хорошенько вот для ума. Вот она дерет. Ну, несчастное дерево. Мы его и заматывали, что только не делали. Ну, вот так. И вот Вилли идет такой походкой. Обычно вот такая диспозиция означает скорую драку. И мы с надеждой, что у них, побегают хотя бы. Вот. Вилли там начинает задираться. Вот. Но ничем не заканчивается. Просто он ее прогнал, чтобы понюхать вот это место. А мы разочарованы. И это все. Это у выхода на пирс гибискус расцвел. У нас есть два, вот такой красно-белый, а есть еще темно-красный, я в следующем видео покажу. Ну вот продолжение кошмара нашей жизни. В этот раз мы его вовремя заметили и не пускаем. То есть вот все, дверь закрыта и знак, с мышами нельзя.
А это яблоня, это декоративная яблоня ранетка. Вот у нее красные очень такие вкусные яблочки, которые годятся для компота. И вот это маленькое деревце этих яблок дало 4,5 килограмма за сезон. То есть оно у нас вот третий год, первый год не плодоносило, второй год было немножко, в этом году уже много. А это просто сорняк. Там на границе участка и озера просто вырос сорняк, ну смотрите, какой красивый. Мы, естественно, его трогать не стали, а пусть растет. Ну и вот эта парочка, гусь да гагарочка, сидят и придумывают, какую бы льготу им еще с нас вымогнуть. Вот. На этом все. Я думаю, котиков в этот раз было достаточно. Подпишитесь, пожалуйста, на канал и смотрите продолжение. Успехов!